что, друзья, всем приветик! Этот выпуск влога будет немного личный. Мы едем в поездку в город Ейск. Там живет моя мама. Мы поздравим ее с днем рождения. Как раз таки немного вас познакомлю с моей семьей, с моей мамой, с моим мужем. И покажу нашу поездку. Надеюсь, она будет интересная. И вам будет интересно смотреть. Yeah, I see you on the floor. Get it, girl. Sexy magic. I see you on the floor. Show me, you know what I mean. Get it, girl. I bet that I can make you believe in love and sexy magic. Your touch is so magic to me. The strangest things can happen. The way that you react to me, I wonder. Привезла в Ейск несколько своих работ. Меня попросили в галерею, я тут иногда привожу им, сдаю на продажу морские пейзажики в Ейске, Азовское море. И они попросили в морской тематике что-то нарисовать. Вот у меня времени хватило только на такие небольшие этюды. Ну, милые, я считаю, симпатичные. Иногда для перезагрузки занимаюсь живописью. Сейчас поедем в галерею, буду им отдавать. Прям жалко даже как-то. Приехали к морю. Всегда, когда в Ейск приезжаю, хочется приехать к берегу моря. Хорошая погода, нет ветра совсем, даже немножко солнышко светило. Такой здесь пляж песочный. Около моря подышать, постоять, шум волны послушать. Заехала в галерею, здесь мои работы висят еще. Говорю, может забрать? Нет, не отдают. Ну ладно, пусть еще повисят. А маяки попродавались. Были еще маяки. Осталась одна лодка. Надо еще маяки рисовать. Прокомментирую немного видео. Сразу ничего не говорила, когда снимала, как-то неловко было. Но здесь представлены работы ейских мастеров. Я думаю, не только ейских, там и со станиц кто-то рядышком, кто живет. Вот такие молодцы художники. И галерея принимают на продажу. Не у всех, правда, они избирательно смотрят, выбирают, но именно чтобы это была творческая, авторская работа.
самим художником нарисованная, нигде не перекупленная, не купленная. Вот такая творческая галерея. Молодцы, в Ейске создали. Я прям очень рада за них. Вот календарь его с этим же. Исторические справки про дома. Это, наверное, то, что Оля купила летом. Календарь. Сколько он стоит? 1000 рублей. Да, вот кажется так. Она заказывала через интернет. Их 5 штук осталось у Да, нас, этих их было календарей. мало совсем. Ну да. Мы потом допечатали, но их уже все 5 штук. Мы бы и не знали, если бы не показала дочка. Представляю. Ну, одна осталась, мы эти забрали, да, вот Мгм. эта лодочка еще есть. Yeah. Sierra. Sass. Yeah. Sierra. Baby, show me. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы все у тебя было хорошо, занималась любимым делом вот, и радовалась жизни. Спасибо. Да, ура! Днем рождения! Touch is so magic to me. The strangest things can happen. The way that you react to me, I want to do something you can't imagine. Imagine it was a million me, so I could sex it to you like that. You think you can handle, boy? If you give me my squeeze, I need you to push it right back. Baby, show me what's your favorite trick that you wanna use on me. Ну что, друзья, мы приехали в Ростов. И, конечно же, мое первое место – это блошиный рынок в Ростове. Он находится в парке Горького. Я стараюсь всегда сюда попасть и что-то интересненькое для магазина найти. Какие-то интересные вазы, подсвечники, еще что-то. Он уже почти заканчивается. Я вообще не ожидала, что в такую погоду здесь он будет работать. Но работает. Мы уже походили, замерзли. Сейчас покажу, что там интересного поснимала. Он прям сегодня выглядит как новогодний винтажный рынок. Очень много игрушек, Дедов Морозов старинных. Трек 1000 коллекционный. Считается, что в каждом доме должна быть шишка и орешек. Считалось раньше, что это благополучие. Особенно орешек? Да, А у вас есть орешки? есть. Это какие? А, вот. Вот эти. Да, да. Много и там, это полазить, поискать надо, но есть их много. В Великобритании подняли цену. Было
9 тысяч, сейчас 12 500 стало. Поэтому, соответственно, ну хотя бы на что-то. Вадик! Действительно, каждый шаг оттуда. Это не бухти, я снимаю. Не дает мне поснимать этот гололед. Здесь еще елочный базар у них в парке Горького. И елки за ночь приморозились немного. Вот так вот, прям все по-новогоднему. Пойдем пробовать. Это картошка ванильная и шоколадная. А эти тоже сама делала? Нет, это подарок от заказа. Я же планировала Новый год много продавать, а так как я много не продаю, поэтому продаю. А я прихватила. Друзья, мы приехали на Бардак-маркет. Это ярмарка мастеров ручной работы. Проходит в Ростове. И я, конечно же, не могу пропустить такое мероприятие. Со мной мой муж Андрей. Наконец-таки я вас познакомлю. Он меня практически во всем поддерживает. Передает всем привет. Привет всем подписчикам. Всем подписчикам привет. Самый главный почитатель моего творчества. Меня во всем поддерживает, любит, ценит, уважает и гордится. Да, Андрей? 100%. Так что пойдем немного поснимаю там. Уже без комментариев будет. Можете дороже забрать? Я вообще сопротивляться не стану. Нет, серьезно, мне кажется, очень. Ну, вот эти просто легкие изготовления. Вот эти изготовления. Самое.
это надо. Давай покажем визитку. И удачного рабочего. Спасибо. Оценил. А мне нравится. Ну, мы уже находились, я даже немного подустала. Но хочу немного вам сказать о том, чем же мне нравится посещать такие маркеты. Во-первых, здесь творческая атмосфера. Она меня вдохновляет, заряжает на какие-то новые идеи. Во-вторых, это общение с творческими людьми. В-третьих, такие маркеты – это всегда приобретение чего-то интересного, ручной работы, необычного для себя, либо для магазина. И еще я люблю знакомиться с мастерами, с новыми, и, возможно, я их приглашаю к себе в магазин для сотрудничества. Так что всегда люблю посещать такие маркеты, они для меня такой как рабочий момент даже. Вот и закончилась наша поездка в Ростов. Надеюсь, вам было интересно. Я люблю сюда приезжать. Мне нравится Ростов своей архитектурой. Он мне напоминает почему-то Санкт-Петербург. Такой небольшой кусочек. Вот, посещаю интересные места, арт-пространство. Поэтому всегда люблю сюда приезжать. Надеюсь, вам было вместе со мной интересно. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Imagine it was a million ways I could sex it to you like that. You think you could handle, boy?